Привет всем! Вы на канале Берлога Коптильщика, и сегодня я хочу показать, как я делаю грудинку варено-копченую. Значит, вот уже кусочки грудинки я помыл, отобрал, приготовил. Значит, что нам по специям понадобится? Нам понадобится соль нитритная, соль поваренная, сахар, можжевельник, ягоды сушеные, перец черный душистый горошком. Нам понадобится сушеный чеснок, аскорбиновая кислота. Ее можно приобрести, обычную аскорбиновую кислоту, порошком в аптеках. И, соответственно, на старте, на первом этапе нам понадобится кофемолка, чтобы измельчить наши специи. Все, сейчас подбираем по весу мяса наши специи. И дальше будем просыпать специями наше мяско, а именно нашу грудинку. Грудинку просыпали специями, а по специям я дам отдельно в описании, какое количество надо. Я завакуумировал грудинку. Если у вас нет вакууматора, можно использовать обычный пакет. Сейчас я ее подписываю, ставлю дату и отправляем в холодильник на +2, +4 на 5-7 дней. Для того, чтобы грудинка наша промариновалась. Все, поехали дальше. Ну что, достал я грудинку из холодильника, она мариновалась 7 дней. Сейчас я ее достаю, и у нас дальше идут процессы. Это копчение, а потом варка. Но как-никак копчено-вареная у нас будет грудинка. Что нам надо? Я, как обычно это делаю, я беру и промываю от лишних специй и соли грудинку. Но кому нравится позабористее, можете этого не делать. Кто любит с яркими специями, но я этого не делаю, а промываю. Она у меня получается вот такая, после того, как я смыл лишние специи. И сейчас я грудинку буду вывешивать в сушку, для того, чтобы она обветрилась. Да, грудинку вывесили в сушку. Здесь она пробудет до тех пор, пока не обветрится со всех сторон и не станет полностью сухой. Грудинку копчено-вареную перевесил из сушки в коптильню. Она у нас высохла. Сейчас делаем следующее. Нам нужно прогреть мясо. Мы устанавливаем коптильню на температуру 30 градусов и доводим температуру внутри кусков грудинки до 16 градусов. После чего, поскольку у нас поверхность уже сухая, у нас идет просто копчение. Копчение проходит при температуре 80 градусов. Коптим 2 часа, а дальше будем варить. Ну что, мои хорошие, грудинку копчено-вареную мы прокоптили. Теперь мы ее сварим. Значит, я варить буду, завакуумировав каждый кусочек. Если у вас нет вакууматора, вы можете взять рукав для запекания. Один из кусков я буду делать именно в нем. И варить, убрав, положив вашу грудинку, завязав в рукав для запекания. Это не сложно, достаточно просто.
Все, и подвязали. И таким образом вы проварите, ну, естественно, чтобы воздуха в пакете не оставалось, было как можно меньше. И тем самым вы проварите. Я буду вакуумировать и варить уже завакуумированную грудинку. Можно варить и вообще без всяких пакетов. Но только посуду потом придется омывать долго. Вот. Значит, что мы делаем? Сейчас пакуем грудинку. Итак, я завакуумировал грудинку. В пакет для запекания, лука для запекания уложил грудинку и в нее же вставил датчик. Сейчас это все укладываем в кастрюльку, наливаем воды и будем в этой кастрюльке варить. Значит, кто бы что ни говорил, вот сколько уже варю, сколько делаю, лучше всего получается вариант грудинки копчено-вареный. И именно когда вы варите, либо с помощью сувида, либо кастрюли, лучше всего варить в воде. Не в коптильне, а именно варить в воде. Получается самый идеальный вариант. Поэтому к нему и приступаем. Вот она наша кастрюля. На одной емкости, в которой будете варить, обязательно положите что-то металлическое между дном и вашей грудинкой, или вашей колбасой, чтобы был какой-то промежуток. Чтобы грудинка напрямую не соприкасалась с дном кастрюли. И укладываем грудинку. Поверх ставлю кастрюльку, чтобы грудинка во время варки не всплывала. Варка идет полным ходом, и варю с учетом двух контроллеров. Один у меня измеряет температуру воды. Доводить буду температуру воды до 84 градусов. И вот на этой температуре буду варить до кулинарной готовности в 71-72 градуса. Датчик от второго контроллера у меня вставлен в кусок грудинки. Процесс это будет занимать у меня где-то приблизительно часа 3. Если у вас нету контроллеров, то варите, не доводя воду до кипения, чуть больше огонь среднего ставите и варите часов 5. Это вы точно сварите как надо. Если же у вас есть один контроллер, то вставите его датчик от этого контроллера в грудинку и на среднем огне до достижения температуры кулинарной готовности 71 градус варите. То есть, чтобы вода кипела, это не наш вариант. Мы медленно, но верно варим. Все, процесс идет. Ну что, наша грудинка сварилась. Достали ее. Варилась она 4 часа. Поэтому, если у вас нет датчиков, 5-6 часов к ряду придется варить. У меня по датчикам варилась четко на 84 градусах. И вот такая красотенюшка у нас получается. Ох, супер. Сейчас надеваем крючки и вывешиваем на сушку вот эту красотень. Грудинку вывесил в сушку. Здесь она пробудет 5 часов. Проветрится, подсохнет. А дальше я переложу ее в холодильник на плюс 4 градуса на 24 часа. Ну что, мои хорошие, прошло 2 дня.
И теперь можно нашу грудинку копчено-вареную можно попробовать. Как раз в гости приехал мой друг Василий. Здравствуйте. И он как раз будет дегустатором на эту грудинку. Ну Сейчас что, попробуем, да. нарезаем, Вась? Давай попробуем, конечно. Пробуем. Ох. Так, ну цвет уже прям очень красивый. Ну вот, Ну, пробуй, дегустируй. ну, безупречно, на мой взгляд. Очень умеренно соли. Очень приятный вкус. Я нарезаю. Да. То есть Не хватает только... 100 грамм. Да. То есть вариант съедобный. Очень вкусный. Сейчас покажу вам поближе. Ты ешь. Очень вкусно. Ну, да, чувствуется рука мастера. Угощайся. Спасибо. Отдельно хочу еще раз заметить, что действительно очень умеренно соли, потому что обычно бывает, когда вот такие грудинки копченые, там прям она очень пересоленая. И Так что, мои друзья, что хочу сказать. Можете смело повторять этот рецепт. Вариант проверенный неоднократно. Все рабочее. Ну что могу еще добавить? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Пока. всего доброго, очень вкусно было.